друзья, всем привет! Сегодня я хотел поговорить на такую тему, как болезнь у крольчих. С этой болезнью может столкнуться абсолютно каждый кроликовод, никто от этого не застрахован. И на ранних стадиях этой болезни очень трудно визуально ее определить. Если тот же ринит, да, вы видите, что кролик чихает, вы забиваете тревогу, да, вы видите и принимаете меры. Если кролик трясет там ушами, да, тоже вам звоночек, чтобы его посмотреть. На ранних стадиях эта болезнь, она ничем себя не проявляет. Кролик также ест, также пьет, также спит, сидит, ну и так далее. И, ну, вы смотрите, ну, сидит да сидит, ну и ладно. Вот. А в это время эта болезнь протекает. Она очень быстро протекает, в течение недели, может быть даже и раньше. И потом уже выходит так, что шибко поздно уже принимать какие-то меры. А болезнь эта называется мастит. На сегодняшний день у нас тоже, в наше хозяйство, вернее, пришла та же беда. Это мастит у крольчихи. Вот, мы ее отсадили от крольчат. Многие скажут, что мастит появляется от того, что у крольчихи мало крольчат. Но я с вами не соглашусь. Почему? Потому что у нас 2 крольчихи, у них по 4 крольчонка, и у них нет мастита. А у этой самки, которая сейчас у нас с маститом, у нее было 10 крольчат. То есть вывод, не факт, что чем меньше крольчат, тем, соответственно, должен быть мастит. Также в интернете говорят, что мастит передается из поколения в поколение. Не знаю. Также в интернете пишут, что это из-за инфекций. То есть соски у крольчихи повреждены, туда попадает инфекция, соответственно, получается мастит. Но вот не доглядели, и мастит, видимо, такая болезнь, что она прогрессирует крайне быстро, что хоть каждый день смотри крольчиха. Также попадет инфекция крольчихи через травмированные соски. Крольчата, когда кормятся крольчихой, да, молоком, они зубками травмируют соски, и если у крольчихи мало молока, либо оно туго идет, они начинают грызть сосочек, и тем самым его повреждают. И через вот эти даже микротрещины попадает инфекция. Ну, соответственно, потом и мастит. Сейчас мы пойдем к нашей крольчихе, у которой ранняя стадия мастита, и наглядно вам продемонстрируем, какие мероприятия мы проводим для того, чтобы спасти нашу красавицу. Вот наша красавица, у которой мы обнаружили мастит. Уже 4-й день мы ее лечим, она пошла на поправку, мы очень рады. И сейчас я вам расскажу, как определить мастит у крольчихи, как сделать так, чтобы минимизировать риски появления мастита, ну и, соответственно, какие препараты мы применяли для лечения. Как определяем мастит у крольчихи? Переворачиваем ее на спину. Лежи. Вот идут соски. Если с крольчихой все нормально, вдоль этих сосков идет молоко, и вы чувствуете вот такие вот припухлости. Если где-то в стороне вы обнаружили какую-то неестественную припухлость, которая отличается от ровной полоски, вот как молоко, да, то пора бить тревогу. Это значит, что начинается у нее мастит. Если все здесь гладенько, ничего нету, а только идут бороздочки такие, то значит с крольчихой все хорошо. Все, мы обнаруживаем мастит и принимаемся за лечение. Вот. Теперь, как минимизировать риски появления мастита? Первое, это, соответственно, чистота в клетках. Это дезинфекция самого помещения, где непосредственно находятся самки. Это дезинфекция клеток. Это дезинфекция инвентаря, кормушки, поилки, в общем, полностью, где находятся крольчихи, да, все мы дезинфицируем. При обнаружении мастита крольчиху сразу отсаживаем от крольчат, ну и, соответственно, крольчат начинаем кормить самостоятельно. Как кормить крольчат маленьких? В конце видео будет подсказка, как кормить крольчат. Можете посмотреть. Но помимо дезинфекции, нужно крольчиху после окрола как можно чаще осматривать. Чем чаще вы будете осматривать крольчиху, тем вероятность того, что если вдруг у нее обнаружится мастит, вы его увидите рано и, соответственно, примите меры к его устранению. Вот.
Вот это самки мы все выбрили, потому что мы ее мазали ихтиоловой мазью, рассасывающей мастит. И помимо ихтиоловой мази мы использовали уколы ветбицилин. Вот, мастит у нее был в верхней части сосков и нижней части. Сейчас практически его уже нету. Ну, можно сказать, его уже нету. Крольчиха идет на поправку, чувствует себя хорошо. Да, и во время мастита у крольчихи поднимается температура. Мы также использовали уколы жаропонижающие от температуры. Потому что уши у нее становятся горячие, тело у нее становится очень горячее. Вот. И помимо этого, когда мы отсаживаем крольчиху, помимо уколов, мазей, ей нужно тоже помогать избавляться от молока, чтобы оно не перегорало. Это первое. Второе, минимизировать доступ к корму, к сочным кормам. Переводите сразу на овес. И, соответственно, ограничить ее в воде. Меньше воды. Раз в день давайте, чтобы не было полной кружки воды. И начинаем сцеживать молоко, помогать крольчихе от него избавляться. Там раз в день, 2 раза в день по возможности, чтобы у нее не было молока и оно не перегорало. Все. Вот. В комментариях можете написать, сталкивались вы вообще когда-либо с маститом. Если сталкивались, какие меры вы принимали. Да, у нас вот крольчиха пошла на поправочку, значит, результат, который мы использовали, те медикаменты, они нам помогли. Надеюсь, они помогут и вам. Вот. И еще говорят, что мастит передается от поколения в поколение, от матери к дочкам, да, к маленьким крольчатам. Ну, я как бы не знаю, но мы проверим, мы оставим эту самку в любом случае, деток мы ее отсадим, вернее оставим, ну и проверим, вырастим и проверим, передается он или нет. Вот. В комментариях также можете написать, как вы думаете, передается мастит из поколения в поколение или не передается. Ну а сейчас мы будем помогать нашей крольчихе избавляться от лишнего молока. Дело это хлопотное, крольчихе малоприятное, скажу вам. Она будет дергаться, так что держите ее хорошо. В общем, мы приступаем. Вам всего самого хорошего, здоровых вам кроликов, все будет круто. Пока-пока.